Здравствуйте, друзья! Канал Masters of Body, рад приветствовать вас. И сегодня мы вам покажем лайтовую новую тренировку на дельтовидные мышцы. Поехали! В прошлых выпусках мы вам показали тренировки грудных по лайту, тренировка спины по лайту. И вот сегодня пришла очередь дельт. Концепция основная не меняется. Наша задача во время жары, летом, максимально восстановиться, подготовиться к новому силовому массонаборному сезону, дать возможность отдохнуть вашим суставам и связкам и в то же время получить удовольствие от процесса. Это главное кредо нашей компании. И напампить мышцы, в общем, качнуться, быть в форме. Первое упражнение первого суперсета. Подъемы гантелей ровно перед собой. Обращаем внимание на нюансы. В нижней точке Андрей дает небольшую растяжку плечу. В верхней точке, ну-ка задержись, кисть не задираем, предплечье расслаблено, ни в коем случае не задираем. И локоть доминирует над кистью. Движение выполняется очень легким весом, по 12 повторений. Это первое упражнение, оно должно очень мягко заходить на всю плечевую ось. Поэтому чем легче, тем приятнее, тем плавнее. Сделали 12 повторений. Подъем чуть выше уровня глаз, внизу глубокий вдох. Второе упражнение первого суперсета — это перекрестные махи с блоками в стороны. То же самое. Локоть идет по снисходящей от плеча и чуть дальше кисть. Предплечье ни в коем случае не перенапрягаем. Это общепринятая ошибка большинства людей, которые всю нагрузку акцентируют на предплечье. В итоге видим при правильной технике, как у вас начинает наливаться средние пучки дельтовидных мышц. Также выполняем все это, как я уже сказал. 3 сета делаем по 12 повторений. И обратите внимание внизу, растяжка, включил дельту. Потянул, подал от задней и вверх, поехали, к средней. Опять пошла задняя, средняя. Таким образом, в этих двух упражнениях мы начали греть передний, средний и задний пучок дельтовидной мышцы. Второй суперсет. Первое упражнение – жим гантели сидя. Начинаем. Исходное положение, руки вверху. Ровненько. И теперь раскрываем на плечо. Обратите внимание, в любом положении предплечье у вас перпендикулярно полу. Что в верхней точке, вот, что в нижней точке. Теперь доведение на центр выполняем именно за счет плеча. Смотри, покажи. Оп. То есть мы не саму гантель сводим, а именно плечо доводим, близко не сводя. Рисуем такого рода усеченный треугольник. Гантели представляем невидимую ось, опускаем себе как бы на центр головы, потом вы поймете, зачем это надо. Нижняя точка. Плечо достаточно растянуто, но не уводим так глубоко, чтобы у вас, не дай бог, не возникло болевых ощущений. Помним, веса легенькие, то есть мы предварительно напампили переднюю дельту в этой амплитуде, делаем 10 раз, и переходим к следующему упражнению, которое добьет, дожмет этот передний пучок дельтовидной мышцы. Второе упражнение второго суперсета — жим в тренажере. И выполняем его, как видим, нейтральным хватом. Здесь очень важно начинать снизу движение от плеча. То есть не просто за счет разгибания локтя, а мы растянули плечо, включились и выдох. Растянули и выдох. Как видите, Андрей взялся за передний рычаг, чтобы угол в локте был минимальным, и мы включили дельту. В итоге что мы имеем? Мы накладываем на переднюю дельту 2 амплитуды, поэтому веса небольшие, а пучок из-за этого принципа эклектики получает максимально возможный налив. В одной амплитуде, которая была параллельно плечевой оси, и выполняя жим перед собой. 2 разных амплитуды, в итоге вес маленький, суставам безопасно, налив колоссальный. Все это выполняется в 3 подходах по 10 повторений каждого упражнения. Так, подведем маленький промежуточный итог. Мы разогрели переднюю дельту, пробили хорошо в кроссовере среднюю дельту, достаточно хорошо. В первом упражнении была и передняя, и средняя. Дальше переднюю дельту пробили гантелями и станком, а теперь мы пожмем обратным хватом в машине Смита. Что это нам даст? В необычном режиме будет задействована как передняя, так и средняя дельта, но не при подъемах, а именно при жиме. Вес в таком положении будет априори небольшой. Угол, обратите внимание, перед собой предплечье почти перпендикулярно у Андрея. И вот теперь гляньте, как работает дельта красиво. Передняя, средняя. Трицепс таким хватом меньше задействуется, чем прямым, чем классическим. Как я уже сказал, вес меньше, плечо разогрето. Поэтому вес, который стоит сейчас на снаряде, ни в коем случае не травмирует ваши суставы. То есть либо делаете, либо нет, либо уменьшаете. И вот после такой добивки всего
основного массива плеча, выполнив 10-12 повторений, переходим к задней дельте, которая у нас была сегодня меньше всего задействована. И последнее упражнение, последнего суперсета сегодняшней тренировки, это задняя дельта в наклоне. Но выполним ее не из совсем обычного положения. То есть мы будем делать с мертвой точки, параллельно держа две гантели, сейчас Андрей вам покажет. И это усложняет работу и, соответственно, уменьшает вес. Так как плечо уже было предварительно сильно утомлено, вес берем минимальный. И обратите внимание, нижняя точка. Не-не-не, торец. Мы не даем себе замаха, мы не даем себе дополнительного импульса. Верхняя точка. Я сейчас помогу. Одну руку опусти, Андрей. Плечо, чуть ниже спускается локоть и еще ниже кисть. Высоко вам не нужно поднимать, главное акцентированно включить в работу заднюю дельту. Медленно опустили, растянули плечо и подъемчик. Бам, бам. То же самое касается предплечья. Ни в коем случае его не перенапрягать. С мертвой точки стартанули и в нее же пришли. Поверьте, это очень тяжело, вес минимальный, 5, 6, 7 килограмм, все зависит от вашего тонуса. Также 10-12 повторений и в сумме выполняем 3 таких суперсета. Последнее на сегодня упражнение, это не суперсет, это упражнение, в чем его фишка, она очень-очень амплитудная. В этом упражнении, наверное, самая большая амплитуда. Так как мы уже все плечо утомили, теперь берем очень легкий вес и гармонично, включая переднюю, среднюю и заднюю дельту, обратите внимание, в исходном положении задняя уже напряглась, и через стороны медленно, на глубоком выдохе, приводим гантельки в верхнюю точку. Бам! И пошел глубокий вдох. И выдох. Еще единственный момент, сейчас, Андрей, вверху задержись, ошибка. Не доводите именно ладонь к ладони, держите торец в торец. Если получается, немножко даже можно тыльными сторонами сводить, но ни в коем случае не разворачивать ладонь к ладони, это уже задействует немножко не то, что нам надо, не та цель. Растянули заднюю дельту, пошла средняя, передняя, как в фильме «Кобра». Только вместо 2 топоров у нас 2 гантели. Но у Викинга они есть, в следующий раз он вам покажет. Главное здесь, это максимально глубокое дыхание, вес податливый, суставы не гробим, никаких рывков. Глубокий выдох, глубокий вдох. Таких можно делать от 10 до 15 повторений, как вам нравится. Плечо приобретает очень хорошую округлую форму со всей деталировкой. Это упражнение подходит как мужчинам, так и женщинам. Кстати, для рельефа оно подойдет всем. Оно безопасное, оно классное, но мы его делаем в конце тренировки, как я уже сказал, предварительно убитые, утомленные, напампленные плечи. Просто полируем и доводим до красоты. Таких можно сделать даже 2 подхода, если получится по 15 раз. Но если понравится, максимум 3. И на этом все. Ну что, друзья, надеемся, вам эта программка также понравилась, зайдет. Она легенькая. Напоминаю, главные моменты всех этих летних лайтовых тренировок. Никаких больших весов, плавные, кайфовые движения. Налились, получили удовольствие, пообщались с товарищами и, как мы уже говорили, пить кефирчик. Да пребудет с вами сила. Андрей Шарапов вам демонстрировал нашу сегодняшнюю программу. Константин Фридьма. Разговаривал. Дмитрий Журавель снимал. И мы благодарим клуб «Оранж» за предоставленную возможность для съемок наших прекрасных роликов. До новых встреч! До свидания.